Привет, друзья! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сегодня мы приготовим очень вкусный рецепт из курицы, который я часто готовлю по выходным. Его также можно приготовить и на праздничный стол. И для этого рецепта нам понадобится 3 куриных грудки, куриное филе. На курице делаем сверху надрез, не прорезая курицу насквозь. И вот таким вот образом внутри филе делаем небольшие маленькие надрезы для того, чтобы нам раскрыть куриное филе и внутри образовался такой карман. Теперь кармашки из куриного филе нам нужно хорошенько приправить солью и черным молотым перцем по вкусу, не забывая посолить и поперчить курицу внутри. Вот так. Друзья, напишите, пожалуйста, из какой страны вы меня смотрите. С каждым днем вас становится все больше, и я очень рада познакомиться поближе с каждым из вас. Теперь берем кусок фольги и просто сминаем. Теперь эту фольгу заворачиваем в лист пергаментной бумаги. Вот таким вот образом. Нам нужно получить вот такой вот конвертик из фольги в пергаменте. И теперь этот конвертик мы аккуратненько кладем в куриное филе, прямо в серединку филе. Готово. Все делается очень просто. Смотрите внимательно, повторяйте за мной, у вас точно все получится. Еще раз покажу. Сворачиваем лист фольги, сминаем его просто и заворачиваем в пергамент. Готово. Аккуратненько кладем конвертик из фольги в куриную грудку. Друзья, если вам нравится этот рецепт и другие мои рецепты, не забудьте поставить лайк этому видео и подпишитесь на канал, а также поделитесь рецептом с друзьями. Я разогреваю растительное масло, вернее сливочное масло, растапливаю в сковородке и выкладываю курицу в горячее масло. Огонь сделайте средний, так чтобы курица не горела. И обжариваем куриную грудку где-то минут 4-5 на среднем огне. Пусть пока курица жарится, а мы с вами ставим разогреваться еще одну сковородку с растительным маслом. И нарезаем 2 репчатых луковицы. Я нарезаю достаточно крупно, а вы нарезайте лук по вашему усмотрению, как вы любите. Отправляем лук в горячее масло и, помешивая, обжариваем до мягкости. Не забываем про наше куриное филе. Давайте перевернем. Посмотрите, оно уже отлично прожарилось. Румяное, красивое, золотистое, а пахнет просто невероятно аппетитно. Получится очень-очень вкусно, друзья. Этот рецепт вам точно понравится, поэтому не забудьте сохранить его в закладочке, чтобы обязательно приготовить еще и не раз. Этот рецепт, который обязательно должен храниться в вашей любимой кулинарной книжке или кулинарной тетрадочке. Я нарезаю также шампиньоны. У меня вот такие коричневые бэйби-шампиньоны. Нарезаем ломтиками. И добавляю в сковородку к луку грибы. Приправим солью. Немного черного молотого перца по вкусу. И тушим грибы с луком на среднем огне. Тоже до мягкости. Примерно минут 8-10. Следите за готовностью. Так, что здесь у нас с курицей? Посмотрите, она также отлично подрумянилась с другой стороны. Переворачиваем. И теперь можно удалить наши конвертики из фольги, из куриных кармашков. Посмотрите, какой шикарный получился карман. И его можно наполнить абсолютно любой начинкой по вашему вкусу. Немножечко доведем до готовности, я прикрою крышкой куриное филе, куриные грудки, и пусть еще минут 5 они дойдут до полной готовности. К грибам я добавляю немного сливок, можете вместо сливок добавить сметану. И пока наши овощи и курица
готовятся на небольшом огне, мы с вами нарежем небольшой пучок любой зелени. Я сегодня выбрала петрушку. Вместо петрушки вы также можете использовать любую другую зелень, например, укроп. Здесь тоже будет сочетаться просто идеально. Добавляю горсть петрушки к грибам, еще раз перемешаю. Грибы продолжаем готовить на маленьком огне, чтобы они чуть-чуть слегка булькали. И сюда же натираю 1 или 2 зубчика чеснока. Чеснок тоже по вкусу. Дайте немножечко загустеть сливкам, чтобы начинка стала чуть-чуть погуще, и снимаем с огня. Теперь набираем ложечку нашей грибной начинки и кладем начинку в карман из куриных грудок. У меня помещается в каждую куриную грудку где-то 2 столовых ложки начинки. Это зависит от размера вашего куриного филе, поэтому просто наполняем доверху. Так, готово. И все, что нам осталось сделать, это натереть кусочек сыра. Сыр используйте любой, который хорошо плавится. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие рецепты вы бы хотели видеть на моем канале. И я рада буду порадовать вас новыми и вкусными блюдами, которые, надеюсь, вам обязательно понравятся. Натерли сыр, и теперь сверху на каждую куриную грудку выкладываем по горсточке сыра. Так. В серединке сделаем отверстие небольшое, чуть позже узнаете для чего и зачем. И еще немного сыра, много сыра не бывает. Сверху выливаем по одному куриному сырому желтку, кладем его на каждое филе. И благодаря этому блюдо выглядит очень празднично, очень красиво. И я ставлю его в разогретую до 180 градусов духовку буквально на 5 минут, чтобы желтки чуть-чуть схватились. Конечно, если вы предпочитаете жидкие желтки. Если любите, чтобы желток полностью загустел, подержите чуть подольше. Посмотрите, какая красота получилась. Давайте разрежем и посмотрим. Просто нежнейшее куриное филе, которое тает во рту. И не менее нежная начинка из грибов с луком, томленая со сливками. Это не просто вкусно, это очень вкусно.